Здравствуйте, дамы и господа. Сегодня у нас крокодилии слезы. Это уже сегодня у нас 3 число. Всех поздравляю с наступившим Новым годом. Желаю вам в Новом году всего самого наилучшего, доброго, светлого. Чтобы детки вас радовали. И все в жизни было хорошо, чтобы мечты сбывались. Ну а мы начинаем. Ивен потихонечку записываю, соответственно, все это на телефон. Озвучиваю, соответственно, сегодня. Не очень я люблю, если честно, пустозвучку делать, потому что, во-первых, я ни разу в этом не профессионал, и у меня иногда возникают такие неслабые проблемы с этим. Поэтому, что получится, ребят, то и получится, не обессудьте. Начали мы, в принципе, ивент, как обычно, несложный абсолютно. Начали мы его довольно бодренько. Попался нам противник вот такой. Tackled Easy. В принципе, Easy не совсем получилось, но мы старались. Тогда у меня еще пачку я не поменял, то, что вот со стрима оставалось. Тем он стал играть. И, как оказалось, не самое простое, скажем так, занятие это было. Кидаю немоту, потому что понимаю, что Фрост там стоит нехилая, и у меня с ней возникнут определенные проблемы. Вот хорошо, что добили хотя бы этого кекса. Властелина Роя. Сейчас постоянно что-то компьютер начинает нам балаболить тут. Вот тена. Заметил я, что очень часто эта ерунда сейчас творится. Вот Фрост появляется, тут же замораживает нам. С одной стороны, это уже и не смертельно, но неприятно, конечно, вот что именно на Фрост. Когда на Фрост вот так приходится перерождение, то такая действительно штука, скажем так, не очень приятная. Ставит он здесь чубу. Морозить ему в принципе никого не удалось, что уже неплохо. Я тут думал поставить Трика, но в итоге решил поставить Лоскута. Потому что иначе это было бы совсем печально. Здесь мы справились. Чубакабрас там был вообще не в тему. Так бы мы стол бы вынесли. Вторая выходит Фрост. Совсем уже печально становится. Но с другой стороны убиваем мы их обеих за счет Лоскута. То есть Лоскут сейчас нехило нам помог. Ставлю я Легиона. И здесь уже в принципе видно, что партия выиграна. То есть осталось буквально вот один ход. Вот опять вот тена. Да вот тена. Пытается он чуть-чуть тут отхилиться, но понятное дело, что это уже явно тут не поможет. Грейс отстрелялась, и в принципе она уже там давно набрала свои 7 атак, просто не получалось проатаковать. Били мы 5 вражеских героев, видим предложение на крокодила. Новый год, какие там могут быть еще и покупки. Единственное, что я купил, это боевой пропуск. Это вот я себе подарил на Новый год, скажем так. Проходим обычные квестики. Найдите 300 душ. 5-е, 10-е. Новый год прошел, в принципе, отлично. Ездили мы в новый дом. Посидели там с семьей. Было очень здорово и приятно. Но про события я не забывал. Каждый день я его отыгрывал, Я уже, наверное, просто реально какой-то маньяк, Вроде и я даже периодически в лом заходить, но все равно вот идешь, вроде как надо, но вот пройти ты его на крокодил все-таки вроде как нужный мне герой. Жалко было бы упускать. В общем, черт его знает. Еще тогда у меня и как-то монеток было не особо много. Он Вилана упал синий. Надо мне 6 редких героев получить. Вспоминаю я, где их еще можно добыть. Вот еще одного можно здесь получить. Вот Артура дают синего. Вот остается еще один. Забираем 30 изумрудиков. Не скажу, что это событие мне как-то топово удалось, но я и тогда еще говорил, что все равно, в принципе, да, я очень хочу, конечно, крокодила, там туда-сюда, но все равно я не считаю это событие супер приоритетным для себя.
То есть, ну, не выпадет мне крокодила, да и черт и с ним, как говорится. Сколько нападает, столько нападает. То есть я здесь, в принципе, особо не парился. Хотя была одно время идея вложить эти 2500, чтобы купить эти свитки, пройти по верху, и тогда я как бы полностью закрывал бы события. Но ради медальки тратить 2500, ребят, ну, я еще не настолько выжил из ума. Я, конечно, псих, но не настолько, скажем так. Ну и, соответственно, извиняюсь за картинку, опять же, с телефона там форматы вообще черт поменяешь, вот он как снимает, так и снимает, как бы, ну ничего не сделаешь. Пытался я через прогу даже дополнительно снимать, все равно, зараза, вот этот он формат выдает, абсолютно мне не нужный. Неудачный крайний формат, ну, тут уже что поделаешь, как говорится. Убиваем этого грибочка. Гриб. Убиваем гриба, забираем 60 рунок, и надо нам 4 раза повысить уровни наших героев. Идем, соответственно, повышать. Сначала, да, думал я Ангелию повысить, но потом в итоге решил гнать Харона, вот тридцатник. Теперь он наносит с первого выхода, потом по 16, да. То есть потом он появляется из кинотафа и наносит по 16 урона. Ну и вот Алла я немножечко поднял до 11 уровня. Герой также нужный, и хочется его тоже попробовать заиграть в полноценном формате, а не в урезанном, как у меня было. Ну и, соответственно, надо нам победить крокодила. Идем побеждать крокодила. Я тут даже вроде время оставлял для чтения. Лорд-хранитель, ты получил? Да, сказать по правде получил. Какой твой ответ? Я хочу, чтобы ты вернул мне Марику. Слушай, в мире есть вещи, которые лежат за пределами моих возможностей. Ошибаешься, она наверняка сейчас в бесплодных землях. Сходи туда и приведи ее ко мне. Это так не работает, приятель, извини. Отведи меня к убийце, обещаю, я не заставлю его страдать. Столько, сколько страдала Марика. Тебе просто хочется подраться. Ну ладно, давай так и сделаем. Начинаем опять же с Ангелии. Что-то я там не помню. Лень, по-моему, было пачку менять. Времени было не так много. И так я на этот ивент убил, в принципе, достаточно времени. Проходим мы крокодила. И надо нам 3 раза победить игрока. Я воспользовался учениками в этом плане. То есть, опять же, если бы мы это все проходили на стриме, скорее всего, я бы пошел либо в потасовку, либо в лигу, у меня там были пустые слоты, чтобы в это время с вами поболтать, на какие-то вопросы, может быть, ответить. Ну, здесь я сидел как волк-одиночка, поэтому я по-быренькому все это проходил. Честно говоря, одному, конечно, без вас это проходить довольно скучно. Уже настолько привык, что мы как бы все события в основном проходим на стримах, что как-то они проходят быстро, незаметно, весело в общении и прочем. А здесь уже как бы сидишь один в этом телефоне, еще и вокруг все торопят, что там Новый год, мандарин не в рот, все такое. И вообще я проходил его изначально на работе, то есть там выкроил, грубо говоря, вот эти вот там, сколько там, 30 минут изначальных, по-моему, 30 или 40 минут был там у меня промежуток, что можно было это сделать. Вот я это сделал, записал там кое-как, постоянно подключая телефон на подзарядку, потому что телефон садится просто бешено, когда ты начинаешь записывать, и что там у тебя что-то врублено, ну, в общем, заряд улетает просто моментально, поэтому, ну, как я и говорил, не обессудьте. Как получилось, так получилось. Как бы, конечно, я с большим удовольствием все это провел спокойно на стриме. Насколько я помню, или пошел я, да, получать эти 12 героев, и сделал я это на самом деле зря. Надо было просто по низу пройти, постараться. Но что-то там не срослось у меня. Правильно, потому что по низу у нас нужно выбить героев с ивента. Мне, как вы видите, как обычно, отсюда ни хрена не упало. Это было крайне прискорбно. Крайне прискорбно. Соответственно, я проверил, можно ли белых героев перевести в синьку. Это было нереально. Монеток у меня было немного, потому что между событиями я еще их тратил, и не удалось мне скопить достаточно монеток дружбы. Соответственно, забираем мы этот квестик, и 300 карточек нам не упало. Сам задание крайне неприятное. То бишь убейте 35 врагов. Ну,
чем я, собственно говоря, и занялся. Но вам я... Ну что же, вот и прошли мы квест. Теперь у нас 2 редких сундука в магазине. Открываем сундучки. Хотелось бы, конечно, рунки. Дают нам 90 кактусито и 60 кактусов. Рунок не завезли в этот раз. Не особо и рассчитывали как бы. Ну и надо нам победить шипа. Идем побеждать шипа. Соответственно, первая глава, ее звали Марико. Я тут ни при чем, окей? Отстань от меня. Не то я побью тебя. Я не посмотрю, что мы друзья. Ну, охреневший кактус решил указывать, что нам делать. Ну и добиваем его по-быренькому. Убили негодяя. И первая глава у нас потихонечку подходит к концу. Было бы странно, если бы мы еще на первой главе спарились бы. Ну, 4 сундука, конечно, я не стал лучше это ускорять. Никогда я этим не занимаюсь. Возможности нету обычно. Все уже сундуки у меня к тому времени там готовы. И надо нам вот 2 призыва. И как я и говорил, я там затупил немножко. Не надо было мне еще один призыв там делать. Ну, пришлось, соответственно, надо же проходить как-то. Ну, за изюм. Жаба душит, но куда деваться. Ну, вот упала там друида. 425 карточек. Хрен с ним. Ну, и надо нам победить лота. Лот сеятель спор. Думаю, мы с этим с легкостью справимся. И никаких проблем у нас не возникнет. Мне нужна правда, ты пойдешь со мной. Выпускает он сразу крысу, постоянно вот эти кустики там выкидывает. Такой, кстати, слегка неприятный. Несложный, но постоянно вот кусты кидает туда, куда нам, соответственно, не надо. Ну, убиваем мы его легионом по-быренькому. Погоди-ка, что это у тебя? Кровь? Нет, не кровь, яд. Убили мы лота. Проходим мы первую главу. Замечательно. Справились довольно быстро. Ну, получаем, соответственно, 495 карточек, свиток, улучшение призыва и рамку историю. Ну, соответственно, псих. Начинаем тратить изюм. Здесь уже мне, честно говоря, по времени было не до выбивания попыток. Я бы с удовольствием, конечно, это сделал, но получилось, что получилось. Ты трус, лорд-хранитель. Господи, каждый раз его называют трусом. Вот каждый просто вот практически каждое событие он трус. Я не трус, но я боюсь. Добиваем мы психа. Псих оказался не таким уж и психом. Забираем свои 26 карточек. Ну и задание на 3 эпических сундука. Тоже, скажем так, не самое приятное. Тем более, что не так уж и много я там набрал искр. 2. Рун нет. Падает 70 эпического кактуса. Ну и тратим еще изюм. Открываем. Ну и опять рун нет. Еще и 35 карточек. 35, Карл. Ну просто вообще печаль, беда. 35 карточек. Это ужасно. Ну, все стандартно. Надо нам бонусы гильдейские активировать. Идем, ну и все по стандарту, в принципе, эволюция, порядок. Все это я делаю. Беру на 1 день. В принципе, монет достаточно, но просто на неделю они мне не нужны. Если мне надо, я возьму спокойно на 1 день и отыграю там то, что мне надо. Сделали мы 5 бонусов, получаем 350 искр. И, соответственно, надо нам найти 750 душ редких героев. Где мы их будем искать? Да, черт его знает, где мы их будем искать. Не хватает монет их желаний. Вот обычно я просто здесь их ищу, но
В этот раз готовился я хреново, ну вот я решил призвать даже полубогов. Их не получил, зато получил 355 легендарного деда Линшау. И как бы меня это настолько порадовало, что я решил плюнуть. И просто достал 750 светских душ. Идем мы побеждать невиновного. Ну, невиновным у нас, невиновным может признать только суд. Ларс, что ты делаешь? Ну и что, у меня там палец по телефону скользил в этот момент. А на что похоже? Собираю вещички, я уезжаю из Пангеи. Если убежишь, тебе никогда от этого не отмыться. Да что ты говоришь? Я и так по уши в дерьме. Бедного кактуса, короче, зачмурили со всех сторон, выставили там маньяком-убийцей, блин. Ну, здесь по-быренькому добиваем его. Не отдавай меня под суд, я ничего плохого не делал. Ларс, прошу, не уезжай, я работаю над этим, я помогу. Надеюсь, ты знаешь, что делать. Постараемся спасти ожившего кактуса. Забираем мы еще 500 рун. Соответственно, духовные связи сделаны. И надо нам получить 700 эпических карт. С этим уже попроще. Синьки у нас прилично. Я попытался здесь их получить. Может быть, двойные упадут. Но не упали. Упала эпическая красная жрица. Соответственно, отправился я в свой отряд. Крокодила у меня, насколько я помню, было прилично там. Редкого. И мне его хватило на то, чтобы пройти это задание. Вот, 1000 мы получаем. 3000 у нас там получается эпических крокодилов. Можно их будет тоже потом перекинуть в легендарного. Забираем этот квестик. 1150. И надо нам победить Спорлока. Идем мы убивать Спорлока. Мне нужен образец твоей крови. Или что там в тебе течет. Но я боюсь уколов. Хочешь ты того или нет, но я все равно возьму у тебя образец. Сделай ему пункцию спинномозговой жидкости. И все будет хорошо. Здесь Грейс, понятное дело. Как мы ему дали. Ну и убиваем мы Спорлока. Получаем 33 карточки. И 650 рунок. Надо нам потратить, соответственно, монетки. Вот эти задания очень, кстати, плохо переключаются. Ну и здесь вот я оставил Худу чуть-чуть. И генерала Зармы чуть-чуть. Все-таки генерала Зарму я пытаюсь заигрывать, как бы то ни было, несмотря даже на Эостру и прочую лабуду. Мне хочется играть Зармой, им интересно играть. Механика интересная. Ну, как бы, но часто из-за этого страдают, потому что на него немату кинули, ну, он просто превращается в тушку. Да, здоровья вроде как немало, но это не панацея. У меня есть веские основания считать, что Ларса подставили. Я его знаю, он бы никогда не причинил никому вреда. Те, что 10, все еще веришь в добродетель? Или я уничтожу твой зал славы вместе со всем? Уничтожишь зал славы, ты ничего не сделаешь. Мне-то что с того? Начинаем с Харона, чтобы по-быренькому все это сделать. Ну и добиваем его. Добиваем. Крока. Ну и вторая глава тоже потихонечку подходит к концу. Вот так вот быстро и незаметно. Первая получается даже дольше по заданиям. Ну, 1000 изумрудов мне не потратить, у меня ее нет. И вот получите 2 легендарных героев. Соответственно, здесь мы пойдем в яму. Беру я пирата, добьем мы быстренько сейчас Мьёльнира. И потом у нас будет Тейлрах Кейлхорн. Блин, пока выговоришь, язык сломаешь. Ламберт яростный. Абсолютно не сложный персонаж. Ну и просто его добиваем. 2 прихлопа, 3 притопа.
Кого бы послабее поставить. Вот такого отдал. Здоровья мало. Особо толку от нее не будет дальше. Победил боссов в яме 300 раз, кстати, попутно. Вот, дали 71 карточку вилана нашего. Ну и теперь понесся шут. Джерри Шут. С ним вышло уже не так все просто. Тинки я вот довольно мало поскидывал, из-за этого были определенные проблемы. Не могу сказать, что прям все было супер сложно, но и не самый приятный босс. Он постоянно вертит здоровье туда-сюда. Иногда это помогает, иногда это делает только хуже. То есть здесь не угадаешь. Убиваем мы его уменьшенную копию. О чем я и говорил. Может быть и стоило, да, выпускаю я акулу, чтобы убить сову, потому что, ну, сова только проблемы принесет. Он еще и постоянно, да, лупит, но вот в этот раз удачно получилось. Здесь я не помню, что меня дернуло. Отдал я ему эту линию, заморозил вот его, но линию я ему отдал эту полностью. Долбим его потихонечку. Этого Джерика. Атаку у нас постоянно воруют. Деваться тут некуда. Вот 160 сейчас мы получим урона. Или 180 даже. 180, да. Убивает он нашу жабислю. Дал я тут немножко атаки. Ну, вот удачно получилось. Потому что тот мясник и так умирает на руне. Снижает он, да, здоровье нам тут. Совушка Савунья. Здесь я уже просто кидаю на атаку, чтобы максимально атаки нанести. Крокодил. Дил. Крокодилил. Ну, да, постараемся просто по максимуму здоровья внести. Умирают все 3 врага. Но я не могу сказать, что у нас прям все так замечательно. Как бы небольшой все-таки урон, конечно, идет, но вот сейчас она нам стрелков-то подрубит на самом деле. Вот тоже вот этот мантис неприятный здесь довольно выходит. Ну, вот, нам выпадает топорик наш. Продолжаем его долбить. Этого Джерри, а так он нам все режет и режет. Уже в нулины там ушло. Ну, он нам, да, всех почти и срезал. Здесь все совсем прискорбно становится. Ну и здесь я уже фактически просто слился, постаравшись нанести просто максимум урона. Ну, 1593 мы ему внесли. Соответственно, тратим изюм, надо его проходить нам час, чтобы закрыть эти 2 сундука. Но по факту же я дошел сейчас до последнего босса, но там я уже изюм тратить не буду. Не пошло у меня с первой попытки госпожа смерти это в яме. Ну и после такого нанесенного урона я решил особо туда и не соваться сейчас. Здесь вот он у нас продолжает разворачивать атаку. Кстати, крайне неприятно на самом деле. Ну, вот убиваем мы и того. Всех поубивали. Получает он нормально так здоровье за счет нас. Сносим мы наконец-то все постройки. Богомол сам умирает. Ну вот опять он выпускает этого кекса, который атаку режет. Здесь я просто стараюсь скинуть еще и синьки, которые мне не особо нужны.
Мгм. Снижает он нам здоровье. Ворует опять атаку. Вот, крокодил пошел в бой. Плохо, плохо. Вот он 2 х слил нам, притом у кого атака была более-менее нормальная. Обидно, конечно. Хаоса тут нету. Я, соответственно, отдал болтса. Отдал я болтса. Ну, а здесь и потравиться можно, и как бы коба у меня крайне слабый, потому что вообще я его еще не качал. Ну, мы здесь хоть немножечко здоровья наберем за счет кобы. Тоже не самый худший вариант. Ставлю я здесь синего легиона. Его сейчас, к сожалению, конечно, сольют. Здесь все становится уже такое себе довольно печальное. Мне его вроде как и не убить ничем. Прямо сейчас. Вот у меня вечно с добиванием боссов проблема, блин. Я начинаю хорошо обычно, но первая попытка много наносит реально урона. А потом вот у меня начинаются вот эти мелочные проблемы, блин. И вот как бы мне и Мантиса, получается, особо нечем законтрить-то. Вот единственное, хорошо, что сову слили. А он уже там по 156 наносит. Переворотов больше нету. Вот. Не знаю даже, правильно я поставил, неправильно. Ну, я поставил, чтобы от Мантиса закрыться в основном. И вот неудачно он переворот делает и тут же убивает моих. Ну и здесь, в принципе, без вариантов. Я просто нанес максимальное количество урона, которое я сейчас мог нанести. Соответственно, еще одна попытка сделана. Но вот я говорю, с добиванием у меня вечно проблема. Вот я наношу с первой попыткой реально нормальное количество урона, а потом у меня начинаются проблемы какие-то, и вечно добивать его приходится, блин, за 2-3 попытки. Ну, это грустно. Реально грустно. Здесь я тоже, по-моему, если не ошибаюсь, облажаюсь. Уже начал воровать атаку. Благо помер. Крокодил выходит. Дил. Крокодил помер, и то неплохо. Но тут же выходит Мантис. Добиваем мы его. И у нас один ряд, получается, остается активным. Он нам весь ряд и сливает, соответственно. Можно здесь было, наверное, все-таки Али выпустить синего, потому что один враг был, можно было на него и как бы наложить эту немоту. Ой, промах. Но здесь я уже стараюсь просто добить, чтобы еще попытку не тратить. Чтобы здесь уже не принципиально. Вот тоже, зачем я вот это сделал? Я вообще не понял, блин. Ну вот для чего я это делал? Ну как бы да, промах, здорово, блин, но... Ну и сидиотничал я, конечно же, здесь. Мог бы раньше гораздо убить его. И, ну, ладно, это уже там 5-10. Главное, мы его проходим. Получаем карточки. Дают нам 120 Мэри. Ну и вот мистер Сувенир у нас следующий будет. Тоже он мне там... Слил я на него 200 или 250 изумрудов. Ну, как бы на это я еще был согласен. Ну, а нам нужно победить последнего, Эль Мариачи. И мы, соответственно, идем его убивать. Ларс, мне кажется, ты невиновен. Поздно, друг мой. Пангея обречена. Лучшее, что ты можешь сделать, это купить мне билет. Нет, Ларс.
Так вот, как ты с друзьями, значит, после всего, что я для тебя сделал. Хотелось бы знать, что ты для него сделал. Нам наносит урон соседним существам, когда его атакуешь. Ну, опять же, босс несложный абсолютно. Добиваем его. Просто подожди меня здесь, скоро у меня будут все ответы. Ну, он решил полежать. Полежать и подождать. Победите Эльмариачи, забираем 40 карточек. И, соответственно, получаем еще 1000. Также получаем 3 свиточка, 425 эпического кактуса. Ну и переходим в третью главу. Победите грибочек. Идем побеждать грибочек. Тоже ничего там сложного нету. У него там поганка из руки растет, бедолага. Разве ты не понимаешь? Ты хотел отвлечь от себя мое внимание. Поэтому ты повесил убийство Марика на Ларса. Но зачем? Как я тебе и сказал. Короче, во всем виноват гриб. Противный гриб. Вот он, да, кусты призывает. Тоже такие крайне неприятные, скажем так, кустики. Решил я здесь не добивать эту девчушку. Да, и руны я не призывал. Что-то я как-то решил здесь по-бырому проскочить, как получится. Тут уже кустов напризывал. Ну и добиваем его, соответственно, грибочка. Главного злодея этого события. Получаем 40 карточек, получаем 225 рунок. И попадаем на самое, соответственно, интересное задание, наше самое любимое. Это 4 легендарных сундука. Ну и первым у нас, как обычно, падает герой. Это 70 карточек крокодила. Крокодилу я рад, но дальше я нифига не рад. То есть, ну, 1000 изюма как бы тоже приятно, согласен. Открываем еще бонусный, и мимо 7500 мы благополучно проскакиваем, что крайне обидно, потому что это дало бы нам возможность спокойно пройти бы это событие. Ну, 4 сундучка я имею в виду. Соответственно, тут я начал думать, куда что, и пошел я в потасовку. Потасовка это, ну, крайне несложная. Ее и показывать не буду, чтобы не затягивать время. Поэтому сейчас мы вернемся и спокойненько пойдем дальше по квестикам. Ну что же. Прошел я арену богов. Получил еще 200, немножечко, чтобы хотя бы изюмы сэкономить. Открываю третий сундучок. И 70 крокодила. Ну вот, после этого у меня руки вообще, в принципе, опустились. Все было грустно и печально. Изюма не так много, сундук не открыть, блин. Ну и, короче, как-то вообще в этом событии не завезло. Ну, время шло, продолжаем. 4-й открываем сундучок. Падает нам еще 70 крокодила. Я уже не удивляюсь, только минималка падает. Ничего более. Проходим мы это задание. Надо нам теперь 2 раза победить с портретом Огра. Ну и, как обычно, ученики в помощь. Идем и быстренько побеждаем 2 засранцев. То бишь Адама и Адама, которые не хотят качаться, но пусть хотя бы так нам помогут. Здесь я уже изменил пачку. Добавил я опять Грэмори, потом опять ее убрал. Грэмори... Против Огра она, короче, ни хрена не работает. Как бы ждать, извините, 4 хода, чтобы он отличился, а потом выпускать Грэмори, крайне редко такое удается. То есть удается, но не всегда и далеко не так, как хотелось бы, скажем так. Поэтому возникают всякие проблемы. Проходим мы это испытание. Надо нам теперь 450 душ. Ну, соответственно, будем стараться. Как говорится, магия, и хлоп, у нас есть 380 ореоха. Это здорово. Купил я как раз боевой пропуск. Ну и надо нам убивать мистера сувенира. Вот первой попыткой я ему снес 1000. 1000. Следующий у нас мистер созерцатель. Здесь что-то то вбрасывало, то выбрасывало. Не пойми как. Что-то игра там не хотела адекватно работать. Ну, в итоге справились.
Забираем тут эликсирчики всякие, изумрудиков чуть-чуть. И, соответственно, идем убивать мистера Сувенира, потому что деваться некуда, карточки нужны, ну и, соответственно, тратим изюм. Тоже не самый легкий получился для меня босс. Что-то как-то у меня вот какая-то ерунда вот в яме творится. Как я и говорил, первая попытка все норм, со второй попыткой, блин, полный крах. Полнейший притом крах. Здесь я их выпустил больше. Надо было во второй, конечно, ряд здесь ставить, с одной стороны. Мой косяк. Потому что при убийстве вот этой нижней массуры эпической выходят, соответственно, эти ребятишки. И вот как-то так. Вот хорошо атаки легли, но зараза перед этим он кинул на нее понижение атаки. Здесь с малым-то мы справились. Малым-то вы справились. А вот дальше, черт его знает. Ну, здесь я смотрю, что он все равно умирает, как бы поэтому я плюнул уже, чтобы опять же атака шла. Вот кидает он нам кровотечение опять. Здесь еще и двойная атака, блин, по 189. Крайне неприятно, конечно. Герои полный флаг приходят. Вообще полнейший. Вот единственное, что мы сделали. Убили таки моего Омураки. Вот. Справишься с одним, выходит тут же другое, как говорится. Хоть стой, хоть падай. Здесь, да, я уже кинул чисто под дерево, чтобы и атаку не побольше нанесли, и в то же время хотя бы немножко прикрыться, чтобы мы еще ход простояли. Ну, ход нам этот особо тоже ничего не даст. Чуть-чуть урона нанесем, и в принципе все. На этом мы проиграли. Попытка улетела. Ну, опять та же самая 1000 нанесена. Следующая попытка. Подумал и отдал все-таки здесь нашу ярость. Ее, конечно, сейчас быстренько замочат, к сожалению. Но куда деваться. Может быть, и стоило Худу поставить чуть-чуть. Ну, с другой стороны, очень неудачно у него Роя стал как раз посередине, он перекрывает, получается, все эти клетки практически. Здесь я уже выбирал. Может быть, опять же, мину стоило поставить бы. С одной стороны. Либо... Ну, массур точно нет, потому что их бы сожрало вообще моментом просто. В общем, думал, и поставил я в итоге Фрост. Фрост здесь как бы, ну, спасла, можно сказать, потому что умер он. Ну, вот опять же, у Фрост мало здоровья, соответственно, ее моментом просто сливают. Здесь, опять же, не знаю, почему я не поставил стрелка, вот это пипец моя ошибка. Стоило, конечно, поставить стрелка, чтобы спокойно его убить. Ну, здесь я просто чуть-чуть атаки своровал, ну и, конечно, уже попытка отвратительная просто. Просто жесть вообще. Ну, урон получаем, ничего толком сделать не можем. С одной стороны, может и не стоило уже, потому что это все равно умирало. Блин, надо было, наверное, атаковать напрямую мистера Сувенира. Но что сделано, то сделано, как говорится. Мне еще и прут одни здания там. К назло. Ну, вот он двойную атаку ставит, и мы, соответственно, проигрываем. $418. Ну вот, пошли на понижение, грубо говоря. И, по-моему, это сейчас еще тоже будет не последняя попытка. Потому что, ну, как-то вот вообще отстойно все зашло. Что здесь? Башни эти ставить. Надо было башни, конечно, гораздо раньше скидывать. Ну, кинули сейчас, ладно. 132 урона она там выносит ему. И то хорошо. Ну, здесь, да, я решил Гриффиусом прикрыться хоть как-то.
Но убивает он башню. Обидно, конечно, но ничего не поделаешь. Здесь я отдаю Мелию. Она здесь заходила на самом деле нормально. Мелия здесь заходила неплохо. Виксена тоже вот. Ну, конечно, не самый, да, с одной стороны, худший вариант. Но, наверное, и не самый лучший. Опять же, думал, ни хрена не надумал. И в итоге я еще и сувенира не убил. Но вот здесь как бы она помогла сильно. Но опять же, здесь затупил я. Потому что она умирала от кровотечения. Но вот повезло, что он на руну поставил. Так бы все гораздо хуже было бы. Ну, здесь просто добиваем сувенира. Неплохо как бы. Отбились и ладно. Получаем мы карточки. Дают нам 190 как раз Грифиуса. Не самый, конечно, лучший вариант. Миссии я прошел, тоже потратил, как я и говорил, около 200 изумрудов. Что-то такое. Ну и, соответственно, доползаем мы до смертоносца. Убиваем смертоносца. И на этом, в принципе, стопоримся, потому что 40 тысяч искр я пройти не смог. Она у меня на болоте, я как раз ищу способ ее прикончить. Ты не ведаешь, что творишь, Крок. Как обычно, я тут колодку-то не поменял. Ну, благо, что герои не самые слабые тут. Убиваем ее с помощью стрика. Ну и здесь можно легиона поставить, можно еще что-то сделать. В общем, тут уже вариантов тьма. Как бы, ну, на этом и завершаем мы. Добиваем его. Я потерял Марику, а теперь ты потеряешь Лилит. И тогда ты поймешь, каково мне, лорд-хранитель. Я найду ее, Крок. То есть Крок решил отомстить, спер Лилит, любимую нашего лорда. Ну и вот, да, выходим мы на 40 тысяч искр. Как не перло на искр, в общем, так и не поперло. Собственно говоря, ничего не поменялось. 175 карточек кактуса. Я уже не уверен, хорошо это или плохо. Открываем вот. И еще 125. Ну нет бы 460 или 880. Нет, 125 карточек. И в принципе за сим событие пока окончено. На стриме мы еще там посмотрим, что сможем сделать. Ну а так, в принципе, все. Всем спасибо, ребят, за просмотр. И я говорю вам пока-пока. Пока.